Грим, монтаж, постановки и откровенное вранье. На Украине без передышки работает конвейер фейков о спецоперации вооруженных сил Российской Федерации. В социальных сетях тысячи лживых сообщений о наших военных. Российским политикам приписывают странные заявления. В интернете множатся фото и видео, не имеющие отношения к конфликту. Так, пожар на складе боеприпасов в Балаклее в 2017-м вдруг превращается в удар по Харькову в 2022-м. И надпись «Что-то про оккупантов». До недавнего времени одним из главных узлов украинской госпропаганды был 72-й ЦИПСО – Центр специальных психологических операций в Броварах. В начале марта его уничтожили высокоточным оружием. Впрочем, производство фейков продолжается. Теперь в телеграм-каналах и чатах. Эта система состоит из, скорее, я бы сказал, десятков тысяч людей. И сейчас еще формируются через телеграм-чаты по организации спам-рассылки, атакам ботов на аккаунты власти, СМИ. Трогательное видео репортера из ДНР. Горловка. Отец прощается с дочкой. Жена и девочка, беженцы, уезжают в Россию. Но украинская фабрика фейков переворачивает все с ног на голову. И мужчина в западных СМИ превращается в украинца, который воюет против России. Создатель этой подделки – один из крупных поставщиков фейков, телеграм-канал Save.ua Creo. По словам администраторов, в команде 4700 специалистов. Они создают и распространяют ложь в соцсетях в России и за рубежом. Это, как правило, целая сеть чатов. Есть чат управляющий, который, раздает инструкции, что нужно делать, куда наливать трафик. Есть чаты тематические, узкотематические, дизайнерские, копирайтерские, которые пишут тексты, да, и так далее, и так далее. И есть отдельные места репозитории уже сделанного контента, где, на самом деле, многие тысячи единиц контента уже сделаны, и оттуда можно черпать. Отличить правду от вымысла сложнее, когда вымысел маскируют под официальные новости государственных СМИ. Тем, кому доверяют люди. Скриншоты про 11 тысяч рублей за погибшего, отсутствие денег на зарплаты, заморозку вкладов. Создание таких фейков занимает всего несколько минут. Текст с фальшивой новостью, узнаваемый фон, логотип известного российского канала и подделка готова. Но изготовление его может стоить буквально несколько тысяч рублей. Вот особенно, как я сказал, самый простой, да, в формате мемасика. Взяли картинку или видео, написали текст броский, вот и уже готов. Куда-то положили, в репозиторий, ссылаясь на него. Еще 10 тысяч рублей на продвижение одного фейка в соцсетях. Мелочь в сравнении с тем, сколько вливается в кампанию по дезинформации. Почти 8,5 миллиардов рублей потрачены на дезинформацию, на ее создание, на распространение в социальных сетях в нашей стране. На эти деньги можно произвести десятки и сотни тысяч фейков, уверены эксперты, и производится. Алло, Маш, Кия. Привет. Я, в общем, я не знаю, где я нахожусь. В общем, в плену. Молодой человек в камуфляже, без опознавательных знаков. Называет себя военнопленным из России. Общается якобы с матерью, даже плачет. На деле солдат ВСУ родом из Черкасской области, по совместительству актер, а съемка – постановка на камеру. На этой фото еще одна постановка. Сотрудница 72-го ЦИПСО в роли мирной жительницы. В крови позирует для иностранного журнала. А вот с автоматом в вертолете. Наконец, среди коллег сил спецоперации Украины. Но расходится именно фейк. Там же для своих, они же еще для Украины производят фейки, чтобы своих убеждать. Там вообще, какая-то такая голливудчина, какой-то ночной призрак, который летает и сбивает русские самолеты, киевский призрак. Но почему бы не выдать желаемое за действительное, как здесь? Азов якобы подбил российский самолет. Речь об этом воздушном бое в Херсонской области. Правда, в небе погиб именно украинский Су-25. Но победить очень хочется хотя бы с помощью монтажа. Подбитая украинскими солдатами якобы российская военная техника. Букву Z рисуют на компьютере и накладывают на видеоизображение. То, что было снято в далеком 2014 году в Донбассе или в 2019 на Украине, превращается в кадры нашего времени. Есть инструменты, когда ты можешь, например, взять ключевой кадр видео, поискать его, в Яндекс.Картинках, Google Images, да, и
понять, что это на самом деле старое видео там, 5-летней давности из Луганска, а вовсе не современное из-под Харькова. Да? Но на это нужно очень много времени, нужна мотивация, и на самом деле это не полезно. Ты все равно будешь пропитываться этим всем. Отдельное направление фабрики фейков – пропитать страхом россиян, особенно матерей наших солдат. Пусть это будет даже самая страшная ложь. Цель оправдывает средства. Раз в день, раз в 2 дня что-то такое мощное появляется. Поэтому задача – полнейшая дестабилизация общества, в том числе через откровенно, скажем так, мегапохабные истории, потому что был случай уже, когда на службе в храме, причем при большом стечении народа, стали служить молебен за якобы погибший целиком полк. А как это получилось? Потому что пришла женщина, подала записку, пожертвование внесла и вот попросила, значит, дескать, так и так целый полк погиб, просьба отслужить молебен. Этот фейк-пугалка часто встречался в Фейсбуке. Некто безымянно пишет, будто бы маме о войне на Украине. Уточнение от создателей с телефона уже убитого русского солдата. Ни номера, ни места. Где взял телефон и нашел связь на передовой – загадка. Тем не менее, постоянный представитель Украины при ООН чуть позже размахивал распечаткой этого фейка с трибуны чрезвычайной Генассамблеи. Отдельная категория – это фейки о том, как у нас все плохо и как мы все, образно говоря, скоро умрем. Мы же с этим сталкиваемся. Вот я живу, работаю в Санкт-Петербурге. Мы буквально вчера отбивали фейки о том, что все, так сказать, финиш, кончились лекарства, и стали появляться реально очереди людей в аптеке. Вот так сеют панику. Броский заголовок и совет в телеграм-чате от куратора. Картинку ставим такую. Но ссылка ведет на сайт новостей Тольятти за 2016 год. Очередь вкладчиков за выплатами страхового возмещения. Чтобы его сделать, нужно полчаса, да, и распространить. Вообще ничего не нужно. И именно поэтому бессмысленно пытаться понять, что это фейк. Потому что через 5 минут прилетит следующий, потом следующий, потом следующий. При этом совсем не обязательно каждый следующий фейк монтировать и рисовать. Достаточно изменить надпись к реальным фото или видео. Так храбрую девочку из Палестины создатели фальшивок назвали «храброй девочкой из Украины», а израильский солдат превратился в российского. Оригинал времен Палестино-израильского конфликта 2012 года стал фейком и набрал почти 1 миллион просмотров. А здесь девушку из Дании в датской военной форме выдают за жену Зеленского. Взяла автомат и пошла родину защищать. Фотография с этого сайта. Дата 20 августа 2021 года. В тот день в Киеве делегация стран НАТО участвовала в параде. Украинская фабрика фейков отправила на передовую и самого Зеленского. Понятно, что он никуда не ездил, поэтому взяли снимок за декабрь 2021-го. Чего только не придумаешь, чтобы одурачить своих же. Они для них производят совершенно уже голливудские просто комиксы бредовые о том, как они побеждают, как все круто и так далее. Мне кажется, вот они свой народ довольно сильно презирают и особо им не заморачивают. Впрочем, в сети попадаются и сложные подделки, дипфейки. Фальшивое видео, на котором, к примеру, известный человек говорит или совершает что-то, чего он в реальной жизни никогда не совершит и не скажет. Также мы подписали 5-годичную дорожную карту восстановления независимости Крыма как республики в составе Украины. Это тоже работа украинской фабрики фейков. Сделана топорно и на скорую руку, но доверчивых людей может сбить с толку. Создаются такие вещи на компьютере. Одним из способов может быть такой. В специальную программу загружают 2 видео. Чтобы подлог не заметили, размеры голов донора и реципиента должны примерно совпадать. Далее программа распознает и вырезает из этих видео лица. Делается это с помощью искусственного интеллекта. После чего он обучается переносить образ с первого объекта на второй. Несколько часов работы и результат на чужом лице. Остается только синтезировать нужный голос. Сейчас куча инструментов буквально на коленочных, кухонных, для того, чтобы делать дипфейки, то есть модифицировать видео, да, так, чтобы там было что угодно и выглядело естественно. То есть для каждого канала свой формат. Иногда форматы пропаганды требуют смерти своих же. К примеру, этих украинских солдат с острова Змеиный власти незалежной похоронили заживо. Сказали, что их убили русские и даже наградили посмертно. А еще якобы перед героической смертью украинцы послали нецензурный российский корабль. Впрочем, скоро выяснилось, никто не погибал и никто никого не посылал. Откуда вы? С прикордонного застава остров Змеиный. Выходил ли кто-то из вас на связь с русским кораблем? Ні, на зв'язок з російським військовим кораблем, на зв'язок ніхто не виходив.
И никто не посылал? Ні, його ніхто не посилав. Но фейк, как и многие другие, разошелся по сети, даже после опровержения. Самый простой ответ был бы, конечно, что это выгодно неконструктивной части украинцев, то есть СБУ, силы специальных операций ССО, Минцифры, ну и там есть даже специальная структура, Центр информационно-психологических спецопераций, ЦИПСО, так называемый 72-й центр ВСУ, который специализируется на создании дезинформации. Но в широком смысле слова это выгодно Западу, коллективному Западу. Un avión ruso bombardea una población. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть фрагменты с передачи на испанском ТВ. Ведущая рассказывает о бомбежке российскими войсками мирных городов Украины, а на экране кадры из компьютерной игры. В левом нижнем углу можно даже увидеть ее название – видеоигра «Арма-3». Впрочем, зарубежным журналистам, кажется, все равно. Все, что показывают в западных СМИ, это только с одной стороны с украинской, и они их легитимизируют. То есть они, значит, их предъявляют и говорят, это правда, это наши значит, источники на Украине показывают, что русские там обстреливают жилые кварталы, убивают женщин и детей. Они еще производят поток инфоповодов и фейков для западных СМИ, которые их потом отмывают, легитимизируют и предъявляют своей аудитории. Итак, фейки выполняют 4 задачи: напугать Россию, успокоить Украину, взволновать Запад и заработать денег. Разные рода фишинговые файлы распространяют под названием, знаете, там список диверсионно-разведывательных групп с фотографиями. Кликни. Кликаешь, ну, дальше возможно разные развития событий, но в основном связанные тоже с кражей твоих там паролей и данных. Более того, они еще и зарабатывают на трафике. И этот трафик может быть идти обратно там, для финансирования каких-то там вещей в ВСУ. И это люди, которые умеют делать контент и умеют размещать рекламу на него, и принимать трафик и его монетизировать. Сейчас они практически все, они и раньше не брезговали пропагандой, сейчас они практически все объединились для того, чтобы генерировать фейки, которые идут на Россию. В самом деле, на Украине полно рекламных СММ-агентств, компаний по продвижению в интернете, услугами которых пользовались в том числе россияне. Боты, авторассылки в Инстаграме, Фейсбуке, ТикТоке, Ютубе, Телеграме. Все они были минами замедленного действия и сейчас сработали. Стали рассылать фейки по всей сети. Для каждого сегмента аудитории они, конечно, делают свой контент. То есть, как минимум, происходит очень узкое таргетирование, как говорят, то есть нацеливание на конкретные сегменты. А какие там вот алгоритмы показа роликов, основное это повторение, максимальное повторение. Особенно, когда речь идет о призывах к беспорядкам в России. Это одно из главных направлений украинской фабрики фейков. На эти баннеры заказывается массовая таргет-реклама в российской части интернета. Причем людей не просто приглашают выйти на улицу, а требуют вступить в бой с полицией. Мы нашли одного из художников, который штампует такие призывы к преступлению. Это Лили Валько из Львова. Девушка раньше занималась оформлением визиток, сегодня оформляет фейки. А это, возможно, один из лидеров информационной войны с Россией, Александр Слобоженко из Киева. Его медиакомпания Traffic Devils массово скупает рекламу на всех площадках Facebook, Instagram, TikTok и Google, чтобы внедрять свой вредный креатив. Поступает Роскомнадзор и прокуратура правильно. Стало много фейков на Фейсбуке. Он отказывается их удалять. Не хочет идти на сотрудничество. Ну, закройте его и все дела. Платформа показала, что она работает на противника. Ну, и надо закрыть. То есть, детально разбираться с фейками, вот каждый... Ну, представьте себе, что вас засыпают ворохом какой-то дряни, да? И нужно каждую частичку ловить и с ней разбираться. Ну, какой смысл? Мы были не совсем готовы к этому, хотя Общественная палата предупреждала, что площадки нам не принадлежат. Западные соцсети по команде будут нас чистить, вычищать. Нельзя. Мы должны развивать свое. Нельзя на 80% сервисов западных полагаться. Ну вот, мы теперь видим, что нам нужно на ходу перестраивать свою информационную политику. Нам нужно создавать свои
структуры. Последние годы шла такая работа у нас. Некоторые из них уже появились и работают. Некоммерческая организация «Диалог», порталы социально-экономической ситуации в России «Объясняем РФ», телеграм-канал против сомнительных публикаций «Война с фейками» и будут еще те, что защитят нас от лжи.